Online School of English by Alex Rubinov. Hello guys, welcome to our new vocabulary video, and today let's talk about our job and career. Alright? So, в первую очередь, дорогие друзья, обратите внимание, что work и job – это разные вещи, не одно и то же. Work – это результат нашей работы, да, то, что мы можем потрогать, вот эти вот результаты – это наше work. Да, мы уже закончили свою работу, да, письменную какую-то, или еще не закончили. Мы также можем говорить, что мы находимся на работе. I am at work. I'm at the office. I'm at work. Но, когда я буду говорить о роде своей деятельности, да, о направлении деятельности и моей должности, то я скажу, что that is my job. So, I'm a teacher. That is my job. Отлично. So, let's start. And please be ready to say the words aloud. Пожалуйста, произносите слова вслух и несколько раз даже желательно. И визуализируйте эти ситуации, про которые я буду вам рассказывать. Окей? Итак, поехали. Первое. A promotion. A promotion. Promotion. Продвижение по карьерной лестнице. Вот смотрите, это промоутер, и ему дали promotion, и теперь он уже не промоутер, он уже супервайзер, да? He got a promotion. He got a promotion, and now he is not a promoter. Теперь он не промоутер, он уже гораздо выше по карьерной лестнице находится. So, a promotion. Продвижение по карьерной лестнице. Следующее – это a benefit. A benefit. A benefit. Преимущество. Преимущество. A benefit. Benefit. So, benefit. Преимущество. What are the benefits of your job? В чем преимущество вашей работы? Как мы запомним benefit? Benefit. На что похоже? Benefit. Похоже на бенефис. Бенефис. Этот бенефис, этот спектакль, или бенефис, да, очень выделяется среди прочих, потому что у него много benefits. В этом бенефисе много своих benefits, много преимуществ он имеет. Right? Окей. Следующее это будет a raise. A raise – это прибавка к зарплате, повышение зарплаты. A raise. I got a raise. Я получила прибавку к зарплате, мне увеличили зарплату. I got a raise. И на что похоже? На резь, да? A raise. Да? Срез моей зарплаты произошел в большую сторону, да? Мы сделали срез зарплаты, а затем ее решили повысить, да? A raise, прибавка к зарплате. Да, мы как бы срезали деньги и добавили ко мне мою зарплату. Yeah? So, a raise. I got a raise. Или I will get a raise. Следующее будет a position. A position – это должность. Должность – это a position. A position. I like this position. We need a new position. Position – это должность. Похоже на позицию. Позиция, да? Position – должность. Alright. Следующее – это a report. A report. A report – это отчет. Отчет – это a report. Report. A report. I have to write a report. Я должна написать отчет. Этот репортер, как вы видите, должна написать a report. Этот репортер должна написать отчет о своей работе. Следующее – это in charge of something. To be in charge of something – это отвечать за что-то, быть ответственным за других людей, за какую-то работу, за какую-то область, да, деятельности. Да? To be in charge of something. Так вот, Джеки Чан, вы представьте себе, Джеки Чан is in charge of за то, что он наломал дров, да, именно он отвечает за то, что он наломал дров. Джеки Чан наломал дров, потому что he is in charge of that, потому что он за это отвечает, это на его ответственности. Следующее это persistent. Какой? Persistent. He is very persistent. Это упорный, настойчивый, в хорошем смысле, да, упорный, настойчивый. Persistent. Persistent.
persistent, настойчивый, упорный, да? Представьте себе, персики на стене, повесил на стену, персики на стене висят, потому что какой-то очень persistent человек их туда повесил, он решил, что так будет красиво, поэтому да, очень persistent человек повесил персики на стену. Alright? Супер, следующее будет urgent. Urgent. Urgent – это срочный. An urgent call – срочный звонок. An urgent task – срочное задание. Urgent – срочный. Представьте себе, ураган, да, urgent – срочный какой-то ураган пролетел. И я получила жетон из этого урагана пролетевшего. Выпал жетон, urgent, да, и из этого срочного урагана выпали жетоны, и я получила вот эти жетоны, и теперь у меня есть какой-то urgent task, у меня теперь срочное задание, мне теперь эти жетоны надо вернуть тому человеку, который эти жетоны потерял, да? So urgent, срочный, urgent. Итак, следующее это to employ. To employ – это нанимать на работу, то есть обеспечивать работой, да? To employ – нанимать на работу. Интересно, что от него можно сделать также слово работодатель и сотрудник. Итак, работодатель – это an employer – это работодатель, employer, и сотрудник employee – это сотрудник, an employee – сотрудник. Итак, еще разочек. To employ – нанимать на работу. Employer – давайте руками показываем. Employer – работодатель, он большой такой работодатель. Employer. И сотрудник – an employee – такой небольшой по сравнению с работодателем, такой сотрудник, совсем небольшой. Employee. На что похоже? To employ. На что похоже? Имплойку дали и работу, а они еще недовольны. Вы представьте себе, имплойку дали, их вообще их вообще наняли на работу, а они еще и недовольны. Представляете? Кошмар, совсем плохо. Окей, следующее будет to depend on something. To depend on – это зависеть от чего-то. Depend on – зависеть от. To depend on – зависеть от чего-то. Итак, to depend on. У меня к вам вопрос. Где Дон? Где река Дон находится? Depend on. Это depend on от нашего кругозора. И depend on наш кругозор вообще-то. И если мы не можем ответить на вопрос, где находится река Дон, где река Дон находится, то это, вообще-то говоря, depend on наш кругозор. It depends on that. Okay, so depend on – зависеть от чего-то. Всегда будет идти с on, depend on something. Alright? Есть еще выражение it depends. It depends. Зависит от ситуации. Знаете, бывает по-разному. It depends. Итак, следующее это будет to complete. To complete – завершать. To complete – завершать. И сразу же представляется плита, которую компания поставила. Компания завершила установку плиты. Компания плиту завершила устанавливать. Они completed уже этот процесс, потому что компания плиту уже completed ставить. Да, и сотрудники оказались очень довольны. Все это неспроста, да? So, complete – завершать. Завершать – это to complete. Так? Отлично. Теперь, дорогие друзья, я вам назову слово по-русски. Сразу же произносите вслух на английском, окей? Поехали. Нанимать на работу. Это нанимать на работу. To employ. To employ. Имплойку дали, а они еще недовольны. Имплойку дали им работу, а они недовольны. Кошмар. Как будет работодатель? Работодатель. Employer. An employer. А сотрудник? Всего лишь винтик в большом механизме сотрудник. An employee. Отлично. Зависеть от чего-то. To depend on. А зависит от ситуации? It depends. Зависит от ситуации. Бывает по-разному, да? It depends. Следующее. Завершать. Это завершать.
компания плиту уже завершила устанавливать, да? To complete. Следующее – продвижение по карьерной лестнице. Продвижение по карьерной лестнице. Помните, промоутера повысили промоутера. A promotion. I got a promotion. Я получила повышение, да, продвижение по службе, повышение. Преимущество это a benefit. Смотрите, у бенефиса того есть много преимуществ, да? Это же бенефис, у него много benefits. Отчет это отчет a report. Репортер писал отчет у нас, помните, да? Угу. Следующая должность. Есть некоторая позиция на работе. A position это должность. Прибавка к зарплате это... Что такое прибавка к зарплате? Помните, срез. Срезали деньги, и теперь прибавили кому надо. A raise это прибавка к зарплате. I got a raise. Я получила прибавку к зарплате. I got a raise. Следующее. Срочный. Ураган. Представляете? Ураган. Urgent. Пролетал ураган, и у меня теперь срочное urgent задание, да, с жетонами, надо их куда-то возвращать теперь, да. Следующее. Упорный или настойчивый? Одно слово. Помните, настойчивый человек персики на стену вешал, да? Вот упорный человек. Решил, значит, сделал. Так, решил и сделал. Так, persistent. Персики на стену. Persistent. Следующее. Ответственный за. Быть ответственным за что-то. Быть ответственным за. Помните, Джеки Чан отвечает за то, что он дров-то нарубил, да? So, he is in charge of that. To be in charge of something, да? Это отвечать за что-то. Супер, отлично. Поставьте, пожалуйста, на паузу и проговорите еще раз эти слова на английском. Супер, прекрасно. Следующее я вам называю по-английски, вы называете сразу по-русски. To complete – это to complete, завершать. To complete – завершать. To employ – обеспечивать работой, да? Employ куда ли? И работу. Employ. А работодатель? Employer. А сотрудник? Employee. Следующее это to depend on something. To depend on. Зависеть от. Да, зависит от чего-то. It depends on the situation. Это зависит от ситуации. Depend on. Где Дон находится? Где река Дон находится? Ну, это зависит от нашего кругозора. Следующее это urgent. Urgent это urgent. Срочный. An urgent task. Срочное задание. Urgent, как ураган. Срочный такой пронесся ураган. Persistent это персики на стену повесил очень упорный человек, да, упорный такой настойчивый человек, персики на стену повесил. Это упорный или настойчивый? In charge of. To be in charge of that. In charge of. Быть ответственным за что-то, да? Джеки Чан отвечает за эти дрова. Дрова нарубил, вот он теперь, Джеки Чан отвечает за эти дрова. A position. Должность или позиция на работе. A position. A benefit. Преимущество. Benefits of this situation. Преимущество этой ситуации. Benefit. Преимущество этого бенефиса. Да? A report. Отчет. A report. Так. A raise. Это прибавка к зарплате. A raise. Прибавка к зарплате. Мы срезали немножко денег и прибавили к зарплате. A promotion.
A promotion – это продвижение по службе, промоутера, продвинули по службе. Так, теперь давайте потренируемся и с этими же самыми словами напишем несколько предложений. Но сначала посмотрим примеры, как они вообще используются. Ну вот, например, I will complete my report next week. Я закончу свой отчет на следующей неделе. My employer is going to give me a raise. Мой работодатель собирается дать мне прибавку, да, к зарплате, увеличить зарплату. We have never employed children. Мы никогда не нанимали на работу детей. Так. Who is in charge of this mess? Кто отвечает за этот бардак? Давайте, признавайтесь. Who is in charge of this mess? She wants to ask for a promotion. She works a lot. Она много работает, она хочет попросить о продвижении по службе, да, о повышении. My employees are not persistent, they are so lazy. Мои сотрудники совершенно не упорные, они не настойчивые в работе, они такие ленивые, they are so lazy. The results of my work depend on my team. Результаты моей работы зависят от моей команды, от моего коллектива. They depend on my team. I don't want to be in charge of my colleagues. Я не хочу быть ответственным за своих коллег, не хочу за них отвечать, да, мы как бы наравне. Не хочу я быть выше, не хочу я быть их боссом. I don't want to be in charge of them. What are the benefits of this position? Well, it depends. Каковы преимущества этой должности? Ну, знаете ли, зависит от ситуации, зависит от точки зрения, да, зависит от перспективы, как мы на это посмотрим. This task is not urgent. Shall we do it next year? Это задание не является срочным. Давайте-ка мы сделаем его, может быть, в следующем году. Так. It is important to be persistent at work. Это важно быть упорным, да, настойчивым на работе. Right? Пожалуйста, поставьте на паузу и напишите несколько ваших собственных мыслей с использованием этих же самых слов о работе, о карьере, о вашей ситуации на работе, о ваших планах. Alright, thank you very much. Отлично, супер. Then thank you very much for watching and see you next time.